Здравствуйте. Я врач-отоларинголог Иван Васильевич Лесков. Сегодня у нас такая не очень приятная тема, вообще о не очень приятном заболевании, которое, как ни странно, называется хронический фарингит. Вот ко мне очень часто приходят пациенты, которые жалуются одновременно на хриплость голоса, боль в горле, очень сильную боль, и навязчивый, непродуктивный, изматывающий сухой кашель приступами. И приступы возникают в любое время. И вот они ходят по врачам и всегда слышат одни и те же рекомендации, очень странные. Бросить курить, сходить к онкологу, потому что болит, сходить к неврологу. Действительно, при боли в горле можно идти к неврологу, иногда нужно, но не в этом случае. И все. Что же происходит на самом деле? На самом деле картинка вот такая. Если вы видите, то позади задней стенки мягкого неба, тут позади задних дужек мягкого неба, позади миндалин, такие вертикальные лимфоидные валики красные, вот вы увидели их. И на самом деле это они. Вот именно эти лимфоидные валики болят, именно они вызывают охриплость голоса, и именно при их раздражении начинается такой сухой, изматывающий кашель. Естественно, не бросать курить, не идти к онкологу при такой ситуации не нужно. Это воспаление реактивное, которое вызвано стеканием соплей по задней стенке глотки. Что нам нужно сделать? Прекратить стекание соплей и снять раздражение этих самых лимфоидных валиков. Как будем делать? Прекратить стекание соплей. Как правило, сопли бактериальные, проще всего закапывать капли с антибиотиками в нос. Правда, чаще всего это нормальных капель с антибиотиками для носа нет. Придется пользоваться глазными. Это табородекс, либо дексагентамицин. Капать их только нужно, чуть запрокинув голову назад, вот так, чтобы они стекали по задней стенке глотки. Они потекут ровно там же, где эти лимфоидные валики. И второе, снять раздражение в горле. Как? Есть прекрасный препарат. Называется он раствор для полоскания оки. Это такой фастум гель для задней стенки глотки, вообще для слизистых. Полоскать горло от 2 до 4 раз в день. Вся эта история может растянуться на 7, 10, иногда 14 дней, но она того стоит. Потому что вы очень быстро почувствуете, что у вас уходит боль в горле, что вы перестаете кашлять, и что у вас пропадает охриплость голоса. И поверьте, это та самая ситуация, когда никакой онколог вам не нужен. Здоровья вам и удачи!